Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе автоботы захватят мой канал. Самый сильный бог притворяется слабым учеником и присоединяется к боевому турниру. Мори – отвратительный и бесполезный мальчик-сирота, которого усыновил старик. Этот старик вырастил его в горах, обучая своему уникальному боевому искусству под названием Тивонда. Но однажды его дедушка сказал Мори, что пришло время поступить в городскую школу, усердно учиться и завести друзей. Мори стало очень грустно, и он остался в слезах. Но на самом деле он знал, что старик просто хотел купить молока и больше никогда не возвращался. Затем мы видим, как трое мужчин отдыхают на пляже, девушки делают им массаж, чего у вас никогда не будет. Один из них позвонил государственному служащему по имени Парк и поинтересовался законопроектом, который они направили в национальное собрание. Этот человек предложил ему деньги, но эти люди были выше этого. Они обсуждали свой план по нанесению ущерба репутации премьер-министра страны. Пока они болтали, что-то приблизилось к острову. Внезапно подул сильный ветер, и облака быстро закрыли солнечное небо. Трое мужчин не знали, что делать, когда что-то упало с неба и раздавило их. Тем временем в офисе какой-то мужчина сделал сокрушительное движение рукой. Затем он сообщил своей секретарше, что у них заканчивается время и им нужно начинать. У него на руке вытатуирован красный крест. Позже вертолеты прибыли на остров, чтобы расследовать инцидент, и обнаружили массивный отпечаток в форме ладони, на котором был изображен крест. Точно такой же, как на одна татуировка была вытатуирована на руке мужчины. Сейчас мы видим Мори, который уже стал подростком. Он просыпается после сна об отъезде своего дедушки. Он посмотрел на фотографию, где был он и его дедушка, но потом вспомнил, что опаздывает на важное мероприятие. Он поспешно сел на велосипед и поехал, расстроенный, что проспал в такой важный день. Позже в новостях объявили, что сегодня начинается турнир по боевым искусствам, который называется «Бог старшей школы». В нем могли участвовать студенты со всей страны, а отборочные соревнования должны были пройти на арене. Мы видели, что все ребята были в восторге от турнира и хотели купить билеты, чтобы посмотреть его. Затем мы увидели парня, который работал в магазине. Вынося мусор, он проверил свой кошелек и понял, что у него недостаточно денег. Он знал, что ему нужно работать больше, чтобы свести концы с концами. Мы видим девушку, которая хочет попасть на турнир и спрашивает дорогу у нескольких спортсменов, которые не прошли отбор. Пока они объясняют ей дорогу, она восхищается мускулами парня. Мори ехал на велосипеде на турнир, он был очень голоден и думал, чтобы ему съесть на обед. И тут он чуть не попал в аварию с вором на мотоцикле, который украл сумочку у пожилой женщины. В этот момент он увидел, как тяжело живется этой женщине, и ему стало ее жаль. Он решил развернуться и догнать вора. Погоня была хаотичной. Мори ехал на велосипеде, а вор на мотоцикле улепетывал от него. Но у Мори были свои хитрости. Он ловко менял полосу движения, почти летая на своем велосипеде. Во время погони он случайно столкнулся с девушкой, которая все еще восхищалась мускулами спортсмена. Он быстро извинился и продолжил преследовать вора. Но когда девушка поняла, что ее очки разбились, она разозлилась и бросила свой меч в море. Она предупредила его, что он не уйдет просто так. Мори объяснил, что он преследовал вора, который украл кошелек у старушки. Услышав это, девушка смягчилась и решила помочь ему. Они вместе поехали на велосипеде, чтобы поймать вора. Вор изо всех сил пытался убежать, но Мори и девушка упорно преследовали его. Но когда девушка замахнулась на вора мечом, она случайно задела дорожный знак. В этот момент вмешался проходивший мимо мальчик, который работал в магазине. Он остановил вора одним мощным ударом, чем произвел впечатление на Мори и девушку. В следующей сцене начался турнир по боевым искусствам, и мы узнали, что все трое были в одной раздевалке и готовились к участию. Девушка Юмира попросила Мори заплатить за ее разбитые очки, но Мори настаивал, что это вина вора. Но он все равно поблагодарил их за спасение своей жизни. Мори представился как Джин Мори, а мальчик Хан Деви назвал свое имя. Они представились друг другу. Затем диктор объяснил правила турнира. Он упомянул, что во время матчей разрешены любые боевые приемы, нет ограничения по времени, и участники могут использовать любое оружие. Единственный способ победить – это нокаутировать соперника или заставить его сдаться. Сейчас проходили региональные отборочные, и по их результатам определялись участники основного турнира. Диктор также рассказал о браслетах, которые были на всех участниках и которые отслеживали их жизненные показатели. Эти браслеты были нужны, чтобы определить, серьезно ли травмирован боец. Если это так, то введенные им наномашины сразу же залечат его раны. Ведущий продолжил объяснять, что тот, кто пройдет все раунды и выиграет турнир,
сможет загадать любое желание организаторам. Когда все бойцы собрались, он объявил, что бой начался. Сначала все, включая зрителей, были шокированы, но быстро поняли, что это была битва всех против всех. Некоторые бойцы быстро поняли, что браслеты не только отслеживают их жизненные показатели, но и показывают уровень их боевых навыков. В результате они начали нападать на более слабых участников, демонстрируя разные способности каждого бойца. Однако стало очевидно, что Мори невероятно силен, так как он с легкостью победил нескольких противников. Точно так же Деви и Мира также доказали свое мастерство, победив множество участников. Затем на ринг вышел боец по имени Кан Мансок, и синеволосая девушка сказала, что он фаворит турнира. Кан легко побеждал нескольких бойцов, демонстрируя свою скорость, даже не используя руки. Он выразил разочарование слабостью бойцов и заявил, что предпочел бы вернуться в свою тюремную камеру. Юмира вышла на ринг, чтобы сразиться с Каном, но ее удары не причинили особого вреда, хотя она оказалась серьезным противником. Во время боя Кан сделал неуместные комментарии о ее красоте и пригласил ее на свидание, на что ты ответил с отвращением. За спиной Кана мы увидели, как Мори стягивает штаны, под которыми оказалось нижнее белье с принтом животного. Это удивило Кана, и он в ответ нанес Мори мощный удар ногой в грудь, от которого тот отлетел. Мы заметили, что когда Кан ударил его, Мори воспользовался моментом и ударил Кана по ноге. Затем Мори встал и сказал Кану, что если бы тот использовал всю свою силу, то сделал бы то же самое. Они оба бросились в атаку. Тем временем чиновники из правительства США забеспокоились, увидев кадры с острова, где происходили события. В комнату вошел мужчина со шрамом на лбу, и все направили на него оружие. Чиновники спросили, кто он такой, и он представился как Пак Муджин, объяснив, что работает на правительство Кореи. Первый раунд турнира подошел к концу. Он пошел домой, Джин и Хан последовали за ним. Они шли в одном направлении. Их дома находились по пути друг к другу. Джин спросила тебя, почему она ударила его, и ты рассказал, что произошло во время драки между Джин и Кангом. Ты вспомнил, что когда она бросилась на Канга, она случайно вывернула Джину шею. Она объяснила, что это вышло случайно. Она перепутала его с Кангом, потому что была без очков. Но она сказала, что они смогли вылечить его с помощью наномашин, которые были вколоты всем бойцам. Эти наномашины могли восстановить все повреждения, полученные во время боев, и Хан был впечатлен передовой технологией организации. Позже Джин рассказал, что участвует в турнире, потому что хочет сразиться со многими противниками и стать сильнее. Затем он спросил Хана, почему тот участвует, и Хан ответил, что ради денег. Наконец ты сказал, что она сражается, чтобы вернуть свою Академию боевых искусств, принадлежащую ее семье. Джин подразнила ее, спросив, как люди могли так легко отобрать у нее меч, и она ответила, что это произошло из-за того, что она была без очков. Джин незаметно выхватила у нее меч, и она попросила его обратно. Но когда она потянулась за мечом, он выскользнул у нее из рук и упал в реку. Джин извинился и сказал, что достанет его, но она ударила его и велела убираться с глаз долой. Была ночь, и Мира искала свой меч в воде. Она услышала голос отца, который напоминал ей, что она не должна забывать о стиле меча при лунном свете. У нее было детское воспоминание о том, как отец подарил ей меч и сказал, что она должна найти сильного преемника для Академии. Пока другие девочки занимались типичными девчачьими делами, у нее было время только на тренировки и выполнение желаний отца. В настоящем времени у нее внезапно погас фонарик на телефоне, и она осталась в темноте. Джин Мори появился с фонариком, чтобы помочь ей найти меч. Пока они искали, она извинилась за то, что ударила его. Когда он достал меч, ей стало очень грустно, потому что это была единственная память об отце. Внезапно появился Хан с ярким светом, чтобы помочь им найти меч. На следующий день должен был начаться новый раунд боев, и кто-то из них должен был участвовать в национальном турнире по боевым искусствам в старшей школе. Они представили бойца по имени Го Гамдо, который практиковал стиль тайцзи. Все трое ждали своей очереди в раздевалке. Джин Мори спал, когда Канг подошел к нему и угрожал. Мори все еще спал. Но Го вмешался и велел Кангу оставить его в покое. Но Канг все равно ударил Го в лицо, но Джин Мори быстро проснулся и поддержал Го, чтобы защитить его. Мори посоветовал Го всегда быть начеку. Первый бой был между Юмирой и Хан Дичелом, и она победила его всего одним ударом. После этого начались другие бои, и Джин Мори легко выиграл свой поединок. Затем они смотрели по телевизору бои других участников, и Хан тоже победил своего соперника. Увидев это, Джин Мори захотел сразиться с ними. Внезапно появился Гагамда, чтобы поблагодарить Джина Мори за то, что тот вмешался, когда Кан напал на него. Он сказал, что не должен был терять бдительность. Однако, пока он говорил это, ведущий объявил о начале следующего боя. Джин Мори предупредил Го, что нужно быть осторожным, потому что его соперник — Канат. Ко сказал Мори, что не боится Каната,
Кана, но беспокоится, что может проиграть в битве характеров. Ведущий объявил, что бой не закончится, пока один из них не потеряет сознание или не сдастся. Он также сказал, что если кто-то покинет ринг более чем на 20 секунд, его дисквалифицируют, а травмы можно будет вылечить с помощью наномашин. Ко сказал Кану, чтобы тот опустил руки и оставался верен пути настоящего мастера боевых искусств. Начался бой, и Го сумел нанести Кану много ударов, впечатлив Джина Мори и Ю своей техникой. Затем он ловко швырнул Кана в зрителей, чем всех удивил. Однако Кан медленно вернулся на ринг, и, похоже, удары Го не причинили ему вреда. Затем Кан высвободил одну руку и начал наносить удары Го. Однако стало ясно, что стиль боя Кана позволяет использовать любые приемы, включая удары в глаза и ниже пояса, потому что он был создан для выживания и войны. В этот момент Го понял, что его стиль тайцзи цуань направлен на поиск мира и спокойствия, а не на гнев. Го удалось нанести мощный удар, который называется баланс инь-ян, но Кан успешно его заблокировал. Затем Кан потребовал, чтобы Го сдался, извинился перед ним и начал бить его, чтобы унизить. Но Го отказался. Кан продолжал бить его по лицу, а затем попытался оторвать Го от себя. Но как только он это сделал, вмешался Джин Мори и начал бить Кана, потому что презирал его грязный стиль боя. Организаторы турнира окружили Джин Мори и сказали ему, что он не может вмешиваться в бой таким образом. Кан поднялся на ноги и заявил, что он уже не тот, кем был раньше. От Кана исходила черная аура, и он снял свои тяжелые штаны. Мы мельком увидели его прошлое, когда он был слабым и просил своего наставника научить его приемам, но она назвала его неудачником. Вернувшись в настоящее, Кан атаковал Джин Мори мощным ударом. Организаторы попытались вмешаться, но Джин Мори прыгнул и несколько раз ударил Кана ногой. Он бил Кана так сильно, что тот потерял сознание. Внезапно появился Парк Му Джин, мужчина со шрамом на лбу, и использовал свою силу, чтобы повалить Джин Мори на землю. Он объявил по микрофону, что является главой администрации турнира и что Джин Мори ждет суровое наказание. Но когда его уводили, мы услышали, как толпа хвалит его и выкрикивает его имя. Затем мы видим группу людей в религиозных одеждах, которые находятся в обстановке, похожей на культуру. Они слушают репортаж о турнире по радио, и один из них говорит, что они исполнят волю Бога, веря, что так исполнятся их желания. Организаторы турнира собрались на арене, и женщина с голубыми волосами говорит, что Гагамда серьезно ранен, и это значит, что он выбыл из турнира. Затем мы видим Канга, который напуган тем, что Джин Мори с ним сделал. Женщина говорит, что не верит, что Канг снова будет сражаться. Затем мы видим, как Джин Мори тренируется в своей комнате, а организаторы обсуждают, стоит ли его дисквалифицировать. Мужчина со шрамом на лбу смотрит на достижения Джин Мори и удивляется, что его дед Джин Теджин. Затем начинаются бои. Ты сражался с женщиной по имени Мамасан, которая оказалась чемпионкой США по борьбе. Ма предложила тебе выбрать другое оружие, потому что у ее деревянного меча не было шансов. Она начала бой агрессивно, нападая на тебя. Ма объяснила, что приехала из Америки, чтобы победить в турнире, потому что победитель может загадать любое желание. Ты попытался отбиться мечом. Но сила Ма была как сталь, и ее удары не причиняли тебе вреда. Твой меч отлетел далеко, и Ма насмехалась над тобой, говоря, что у тебя нет шансов на победу. Это разозлило тебя, и ты применил прием лунный свет, который оставил глубокую рану на груди Ма. Даже без меча Ма упала на землю, и ты победил. Тем временем Джин Мори праздновал твою победу. Однако Му Джин вошел и сообщил Дзину Мори, что они решили, как его наказать. Он сказал, что Дзин Мори сможет вернуться в турнир, если победит мужчину с зелеными волосами и в очках. Но Дзин Мори настоял на том, чтобы сразиться с блондином, вспомнив унизительный случай из школы. Он упал на пол и начал кричать, что хочет сразиться с блондином. Мужчина в очках заявил, что он сильнее блондина, поэтому его и выбрали. Чтобы доказать свою силу, он ударил Дзина Мори по лицу. Дзин Мори вскочил, понимая, что мужчина сильнее, чем он думал. Затем мужчина со шрамом объявил, что бой состоится на следующий день. Ты шла рядом с Хандом, все еще злясь на Дзина Мори за то, что он вмешался в драку. Ты боялась, что его дисквалифицируют с турнира. Но Ханд сказал, что это было невероятно, и что сила Дзина Мори была необычайной. Внезапно появился Дзин и рассказал им о своем предстоящем поединке с мужчиной в очках и с зелеными волосами. Он также предложил им фрукты, которые дал ему мужчина со шрамом, сказав, что они восстановят силы. Ты разозлилась на него за безрассудство, но Дзин сказал, что их семьи поддерживают их, и это придает им сил. Было очевидно, что мужчина со шрамом и женщина с голубыми волосами что-то замышляют. Потом Дзин Мори был дома, ел персик и готовился ко сну.
Внезапно он почувствовал боль в груди и упал, кашляя кровью. В другом эпизоде мужчина со шрамом объясняет, что он сделал это, чтобы проверить, настоящий ли Джин Мори боец, и посмотреть, так же ли он силен, как его дед. Затем мы видим, как Хан навещает друга в больнице, который тяжело болен. Друг говорит, что врачи собираются попробовать новое и дорогое лекарство, а его сестра устроилась на дополнительную работу, чтобы оплатить лечение. Она так занята, что у нее почти нет времени на сон, и он чувствует себя виноватым, что стал обузой для друга и сестры. Хан успокаивает его и говорит, что не нужно волноваться, а нужно сосредоточиться на выздоровлении. Он рассказывает другу о мальчике, который напоминает ему его самого, и они начинают шутить и веселиться. Позже мы видим, как Хан работает мусорщиком, и к нему пристают хулиганы, которые насмехаются над ним, узнав о тяжелом состоянии его друга. Один из них бьет его банкой, пачкает ему рубашку, но Хан поднимает ее, а хулиганы продолжают издеваться над ним. На арене Хан готовится к бою с мальчиком, которого всегда видели с книгой. Мальчик утверждает, что научился всему из книг, в том числе побеждать в бою. Когда начинается бой, мальчик предугадывает движения Хана, потому что он изучил все приемы карате. Он говорит, что если бы он тренировался и выучил все приемы, то не проиграл бы. Поэтому он участвует в турнире, чтобы доказать свою теорию. Парень напал на Хана с металлической битой, но Хану удалось увернуться от ударов. Парень снова попытался напасть, но поскользнулся и упал. Удивительно, но Хан не воспользовался ситуацией. Вместо этого он протянул парню руку, чтобы помочь ему подняться. Парень был удивлен, что Хан не воспользовался моментом, и спросил почему. Хан объяснил, что нападать на лежачего противника – это трусость. Парень поднялся и использовал прием под названием 12 копий, который заключался в нанесении 12 одновременных ударов, сильно ранив Хана. Парень сказал, что эти удары пробили его кости и достигли внутренних органов, и Хану уже не было смысла вставать и продолжать бой. Однако Хан вспомнил, как его друг боролся в больнице и как сильно он хотел выжить. Мы вернулись в настоящее, и Хан понял, что не может позволить себе проиграть. Поэтому, несмотря на свои травмы, он встал и продолжил бой. Парень атаковал его 72 копьями. Но Хан отразил атаку парня приемом «Черная черепаха». Затем он использовал прием «Алая птица», создав вихрь, который ослепил парня. Наконец он применил «Белого тигра», третью атаку, нанеся несколько ударов парню, который остался беспомощным. Парень не мог поверить, что его теория была полностью опровергнута. Не в силах продолжить свою четвертую атаку, парень упал и выбыл из турнира. Затем объявили бой между комиссаром с зелеными волосами и Мори. Но Мори лежал без сознания у себя дома. Внезапно что-то внутри него пробудило его. Позже, пока все ждали его появления на бое, все думали, что он не придет. Но тут он прибежал и запрыгнул на ринг, хотя выглядел немного уставшим и не понимал, почему его тело так сильно горит. Увидев его, зеленоволосый комиссар начал насмехаться над ним, говоря, что он, наверное, испугался. Ведущий объяснил правила, сказав, что поскольку это неравный бой, если Джин Мори один раз собьет противника с ног, то победит. Начался бой, и Джин Мори в мгновение ока снял очки с зеленоволосого комиссара и сбил его с ног, не дав ему опомниться. Ведущий был удивлен и объявил, что бой окончен, чем расстроил зрителей, потому что он закончился так быстро. Внезапно парень разозлился и бросился на Джин Мори. Но Джин Мори увернулся от атаки и ударил его ногой, от чего тот отлетел. Зрители замолчали, потому что было очевидно, что Джин Мори обладает невероятной силой. Затем из тела парня появился огромный монстр или бог и начал атаковать Джин Мори, которому пришлось бегать по рингу, чтобы избежать чудовищных ударов. Сила этого монстра была невероятной. Монстр попытался пронзить Джин Мори мечом, но что-то остановило его, и монстр исчез. Другие комиссары пришли, чтобы усмирить зеленоволосого парня, который был в ярости из-за унижения, которое он получил от Джин Мори. Когда Муджин пришел, он наказал зеленоволосого парня, лишив его зарплаты на 3 месяца за такое поведение. Затем он подошел к отдыхавшему Джин Мори и поздравил его с победой. Джин Мори ответил, что очень голоден и хочет съесть банан. В тот момент у мужчины не было никаких сомнений, что Джин Мори действительно был внуком Джина Тайн, так называемым тигровым кубком. Далее в телепередаче обсуждали турнир среди старшеклассников, и ведущие объявили, что в предварительном раунде осталось всего 4 бойца. Это были Мори, практикующий рул Тик-До, Ю, продолжатель стиля лунный свет, Хан, лучший боец в полноконтактном карате.
и еще один боец по имени Бонг И, специализирующийся на бразильском боевом искусстве. Следующим боем должен был стать поединок между Ю и Ханом. После этого наша компания друзей пошла по улице, обсуждая, кто, по их мнению, дойдет до финала. Вдруг перед ними остановилась машина, и из нее вышел молодой человек. Он подошел к ним, опустился на колени и признался в любви к Ю, спрашивая, выйдет ли она за него замуж. Услышав это, трое друзей были удивлены и смущены. В следующей сцене мы видим Ю с ее младшей двоюродной сестрой. Они выбирают платье, которое она наденет на свадьбу. Девочка говорит, что Сон Джин решил жениться на тебе, и что этот молодой человек – известный боец, который работает на телевидении. Сон Джин сказал, что хочет, чтобы мир и ее меч сияли. Позже мы видим воспоминания из детства Ю, когда умер ее отец, и к ней подошел дядя. Дядя сказал, что теперь она будет жить с ним и заботиться о мече отца. Он пытался учить ее боевым искусствам, но был слишком слаб, и его ученики ушли из академии. Ты заявила, что она законная владелица меча и должна обеспечить ему светлое будущее. Позже в дадзё дядя спросил Санджина, почему он хочет жениться на Юге. Он ответил, что у него много планов, связанных с ней, и что он хочет осуществить свою мечту, которую не смог осуществить ни он, ни его брат. Позже Мори пытался выбрать, какой бургер заказать, и услышал разговор в очереди о предстоящей свадьбе его друга. Он решил пойти к ней домой, спросить, почему она выходит замуж за Санджина. Когда она спросила, как он нашел ее дом, он ответил, что узнал у организаторов турнира. Ю попыталась закрыть дверь, но он не дал ей этого сделать и спросил, почему она выходит замуж, если не любит его, особенно во время полуфинала. Она объяснила, что должна это сделать ради меча в стиле лунный свет. Потом она закрыла дверь, и Мори упал с лестницы. Но она выглядела грустной, потому что не хотела выходить замуж. Затем Мори позвонил Хану, который работал доставщиком еды, и рассказал ему о свадьбе Ю с телеведущим, которому он не доверял. Хан посоветовал ему не вмешиваться в чужие дела, но Мори настаивал, что что-то здесь не так, потому что Мира выглядела несчастной. В следующей сцене Ю была одета как невеста, а ее дядя вспоминал, что она не любила то же, что и другие девушки. Она предпочитала сидеть дома и убираться. Или когда они гуляли по улице, она смотрела на одежду других девушек. Он спрашивал, не хочет ли она, чтобы он купил ей что-нибудь, но она всегда отвечала, что ей это не нужно. Было странно, что она выходит замуж, и еще более странно, что она делает это с человеком, которого не любит. Он пошел к Сон Джину и попросил его отменить свадьбу племянницы, сказав, что ты не хочешь жениться и что она еще ребенок. Но когда он это сказал, ты вошла и заявила, что счастлива и хочешь исполнить свою мечту, выйти замуж. Было ясно, что у тебя на уме что-то другое. Она упомянула, что сила Сон Джина изменит судьбу стиля лунного меча. Ее двоюродный брат расстроился, потому что ты обычно так не говорила. Позже мы увидели, как двоюродный брат рассказывал Джин Мори о ее отце. Он хотел поговорить с тобой и объяснить, почему она так поступила. Но охранники появились и не дали ему подойти к ней, потому что у него не было приглашения. Он попытался их обойти, но его сбили с ног. В воспоминаниях мы увидели истинные намерения Сон Джина и узнали, что он принадлежал к религиозному культу, где все носили мантии. В этом культе лидер приказал молодому человеку заполучить меч и руку, которая им владеет, имея в виду тебя, потому что только ты могла им управлять. Лидер сказал, что тот, кто завладеет этим мечом, сможет править как бог. Мори дрался с охранниками, но не мог использовать свои приемы тэквондо против них, потому что они были слишком слабы. Внезапно появился Хан и оттолкнул охранников плечом, победив их всех. Он сказал Джин Мори, что не бил их, а просто оттолкнул в сторону. Сон Джин посмотрел на своих охранников и разочаровался в них. Мори прервал свадьбу, но Сон Джин напал на него с мечом, который принес слуга. Однако Хан перехватил меч рукой, дав Мори возможность поговорить с тобой. Он сказал ей, что она не должна выходить замуж за Сон Джина, но она настаивала на том, чтобы исполнить желание отца, который хотел, чтобы ты нашел кого-то очень сильного, кто унаследует меч. Она отвергала всех парней, которые хотели с ней встречаться, потому что они были слишком слабы. Пока она это объясняла, она наносила удары Мори, который защищался. В этот момент вмешался ее дядя, и она случайно ударила его по лицу. После этого мы поняли, что ни дядя, ни двоюродный брат не хотят, чтобы она выходила замуж. Ори сказал ей, что она должна делать то, что действительно хочет, и услышав это, она вспомнила, как отец говорил ей то же самое, когда она была маленькой. Стало ясно, что она неправильно поняла слова отца, потому что он говорил ей использовать любую технику, чтобы научиться управлять мечом. В
Вспомнив это, она решила и сказала Сон Джину, что не хочет выходить за него замуж. Она также упомянула, что сама будет защищать стиль меча лунного света. Однако Сон Джин отказался и сказал, что получит и меч, и девушку любыми способами. Затем он призвал божество, похожее на то, которое мы видели, когда оно появилось из-за зеленоволосого парня во время битвы с Мори. В результате место начало разрушаться, и хан крикнул людям, чтобы они бежали. Сон Джин напал на хана с мечом и ранил Ю в живот, потому что она встала между ними. Но она быстро ударила его приемом лунного света, и он потерял сознание. И Джин, и хан были рады, что она вернулась. После этого они вышли на улицу, смотрели на пожар, и Ю чувствовал себя виноватым за все, что произошло. Сон Джин сбежал на машине с отцовским мечом, а она сказала, что ей все равно, взял ли он его, потому что дух ее отца был не в мече, а в ней самой. Потом она ушла со своими друзьями, смеясь, а ее дядя и маленькая девочка радовались за нее. Позже хан лежал в больнице, пока врачи пытались реанимировать его друга, но у них ничего не вышло, потому что у него не было пульса. После этого хан был на работе, и обычные парни пришли его дразнить. На этот раз он не позволил им смеяться над своим другом и избил всех троих. Затем мы увидели полуфинал турнира между ханом и тобой. В этот момент хан был в ярости из-за смерти своего друга, и зрители были шокированы, увидев, как он жестоко избивает тебя. Он хотел продолжать бить тебя, несмотря на то, что ты была серьезно ранена и без сознания, и ведущему пришлось вмешаться, чтобы он не убил тебя. После окончания боя он прошел мимо Мори и сказал ему, что они встретятся в финале. Мори подумал, что хан стал другим человеком, не похожим на его друга. 2 года назад хан вспомнил, что было до того, как его друг заболел, и они каждый день после школы с удовольствием дрались. Затем мы вернулись в настоящее, и он был в ванной, его тошнило, он думал о своем друге и о том, что он сделал с тобой. После этого начался другой полуфинальный бой между Мори и Бьорном, который использовал свой бразильский боевой стиль. Однако бой быстро закончился, когда Мори победил его одним ударом, который отправил его в нокаут. Цзинь продемонстрировал невероятную силу. Затем ведущий объявил, что финал будет между Мори и ханом, и победитель примет участие в национальном турнире. Позже Мори навестил тебя в больнице, где тебя лечили с помощью нанотехнологий. Он заметил, что Мори чем-то обеспокоен, и сказал, что так он не сможет победить хана в финале. Она сказала, что проиграла из-за того, что была слаба, но Мори ответил, что она была ранена в бою. Однако она спросила, почему хан так поступил. Позже хан навестил своего друга в больнице, который был еще жив, но находился в коме. Наступил следующий день, финал отборочного турнира. Бойцов вызвали на ринг, и поединок начался. Муджин спросил, очнется ли Джин, как будто он был тигром. Бой был равным, оба наносили удары, и никто не мог одержать верх. Хан ударил Мори в челюсть, и тот выплюнул много крови. Прямо как тебя. Мори разозлился и сказал хану, что не простит ему, если тот причинит вред их другу. Он провел несколько ударов из обновленного тэквондо, и хан отлетел в угол. Но Мори подошел и протянул ему руку, чтобы помочь подняться. Хан взял его за руку, но сказал, что ни он, ни Мори ему не друзья. Затем он начал атаковать Мори разными приемами. Мы увидели, как ты выходишь из больницы с дядей и двоюродным братом. Ты прошла мимо палаты друга хана и поняла, что его лечат с помощью нанотехнологий. Там было несколько человек, в том числе организаторы турнира и девушка, которая оплакивала смерть брата. Сестра кричала на погибшего парня, чтобы тот встал и подрался с его другом Хэнганом, потому что это было его любимым занятием. Позже в воспоминаниях мужчина со шрамом сказал Хэну, что знает, что тот хочет выиграть турнир, чтобы помочь своему другу. Он предложил сделку. Если Хэн выиграет полуфинал и финал, он вылечит друга с помощью наномашин. Вот почему Хэн сражался изо всех сил против тебя и сейчас против Мори. Вернемся в настоящее время. Хэн безжалостно избивал Мори, используя свою божественную стойку, и тот упал на землю. Ведущий начал считать до 10, чтобы посмотреть, сможет ли Мори подняться, но не успел он досчитать до 0, как появился мужчина со шрамом и сказал Хэну, что его друг уже умер. В этот момент Мори поднялся на ноги, не дожидаясь, пока ведущий досчитает до 0. Позже мы узнаем, что в школьные годы Хэн завоевал репутацию победителя всех драк, даже с учениками постарше. Однажды он оказался в меньшинстве, окруженный учениками, вооруженными палками. Но неожиданно появился его друг, который позже станет для него очень важен, и помог ему в бою. После победы оба измученные лежали на земле, и друг спросил Хэна, почему его так называемые друзья не пришли ему на помощь. Хэн ответил горькой правдой. Те, с кем он общался, на самом деле не были его друзьями. Друг дал ему ценный совет, убеждая больше доверять людям. Вернемся в настоящее время. Хэн очнулся от беспамятства и узнал о смерти своего друга. Мори начал жестокую атаку, но Хэн безжалостно защищался. В этот момент мы узнаем о предыдущем разговоре Шрамолицева с ханом.
Он рассказал, что лечение нанороботами было начато, но, к сожалению, было уже слишком поздно. В итоге их контракт был расторгнут, и Хан мог сражаться, как ему вздумается. В пылу битвы Хан вспомнил, как глупо было говорить, что Мори и остальные ему не друзья. Он также вспомнил слова своего погибшего друга, которые звучали в его голове: «Надо больше доверять людям». Несмотря на непрекращающиеся атаки Мори, Хан решил не сопротивляться. В разгар ожесточенной битвы ты попросил Хана сражаться так же, как он сражался с ней, и передал ему письмо, оставленное его погибшим другом. Ты предупредил Хана, чтобы он не показывал его Мори, опасаясь, что это может повлиять на их бой. Получив письмо, Хан вспомнил, что его друг написал его перед своей безвременной кончиной. В письме говорилось, что он счастлив, и Хан должен сражаться за себя. Полные новой решимости, они вступили в ожесточенную схватку. Оба были довольны, когда Мори нанес мощный удар ногой синего дракона, и Хан упал на землю. Ведущий объявил Джин Мори победителем турнира. У Анны было другое воспоминание, на этот раз о том, как он победил своего друга, который был очень рад и предложил им улыбнуться. Но Анна сказала, что от улыбок побед не будет, а друг настаивал, что они станут лучшими друзьями. В настоящем, когда Мори протянул руку, Хан понял, что улыбка Мори была такой же, как у его погибшего друга. Они пожали друг другу руки, и Мори назвал их друзьями. Ты помогла Хану подняться на ноги и сказала, что победишь его в следующем бою. Они вместе ушли, и зрители разразились аплодисментами, празднуя их новую дружбу. Дедушка Джина Мори, которого зовут Джин Тэ-Джин, оказался в лесу, когда внезапно появилась группа людей в одеждах религиозного культа. Один из них подошел к пожилому мужчине и сказал, что сильные люди должны объединиться и присоединиться к их делу, утверждая, что они получили силу от небес. Но старик решительно отказался, заявив, что будет жить так, как хочет, и это чувство он часто разделяет со своим внуком. В ответ на отказ выражение лица мужчины меняется, намекая на то, что он мог использовать какую-то силу или манипуляцию. Старик лежит на кровати и думает о том, где его давно потерянный дедушка, которого он не видел с детства. Тем временем ведущие по телевизору объявляют о предстоящем национальном турнире, который начнется через 2 недели. Чтобы принять участие в турнире, 3 лучших бойца из каждого региона должны объединиться в команды. Чтобы определить бойцов, которые займут 3-е и 4-е места, ты соревнуешься с бойцом, владеющим бразильским стилем, и легко занимаешь 3-е место. Мори с энтузиазмом болеет за тебя, но вы с Ханом немного смущены. Организаторы турнира анализируют команды и внезапно меняют правила. Это связано с тем, что любой из участников может быть ключом, так как у них есть качества, похожие на ключ. Они понимают, что ключ пробуждается, когда у человека возникает самая сильная эмоция, которая активирует его скрытую силу. Кроме того, администрация выражает обеспокоенность по поводу растущей дерзости культа после отборочных, так как они преследуют те же цели. Мори радуется, что ты победила, и теперь они втроем могут участвовать в предстоящем большом турнире. Они идут по улице, и Мори с нетерпением ждет поездки на турнир со своими друзьями. Но тут его осеняет: если они будут соревноваться командой, он не сможет сразиться с друзьями. Ты спрашиваешь, зачем ему вообще с ними сражаться, и Мори отвечает, что быть самым сильным – это невероятно круто. Пока они разговаривают, Мори чувствует, что кто-то прошел мимо, но человек быстро исчезает, оставив Мори в недоумении. Позже мы видим пожилого мужчину, которого послал человек со шрамом, чтобы следить за Мори. Становится ясно, что этот пожилой мужчина – мастер, и они вызывают мастеров с помощью карт. Всего их 6. Пожилой мужчина был учителем Муджина, и он считает, что Джин Мори должен быть сильным, потому что он выжил после того, как съел плод мудреца. Поэтому пожилой мужчина хочет стать его наставником. Далее по сюжету мы видим, что случилось с дедом Мори. Люди в мантиях вызывают бога с неба, создавая портал, через который спускается гигантский меч, направленный на пожилого мужчину, и после этого происходит сильное разрушение. Это катастрофическое событие заставляет их поверить, что конец света неизбежен. Ты глубоко задумываешься о своей роли в команде, чувствуя себя лишней. Позже ты встречаешь ведущего боев, когда он с семьей в магазине. Ты замечаешь, что он слепой, и поздравляешь его с победой в бою. Затем он говорит ей, что настоящий турнир вот-вот начнется, и что ей нужно использовать всю силу стиля меча при лунном свете. Он подчеркивает, что она должна вложить свои эмоции в меч, иначе ее сила будет потрачена впустую. Удивительно, но он признается, что потерял зрение из-за меча при лунном свете. Когда ведущий возвращается к своей машине, он чувствует неприятный запах, который исходит от одного из участников Накса. Позже Хан разговаривает с Муджином,
который спрашивает, хочет ли Хан по-прежнему участвовать в турнире после смерти своего друга, подразумевая, что ему не обязательно продолжать сражаться. Хан отвечает, что он должен выплатить большой долг и что он намерен выиграть турнир, потому что этого хотел бы его покойный друг. Он также говорит, что ему интересно, какая сила стоит за турниром, намекая на бога, который появился из зеленоволосого мужчины во время боя Мори. Это откровение привлекает внимание мужчины со шрамами, и он смотрит на изображение богов на стене. Мори усердно тренируется, чтобы накачать мышцы и удивить тебя в бою. Но его тренировки не очень эффективны, например, он гоняется за кошкой. В другой раз он помогает детям достать воздушный шарик, застрявший на дереве. К сожалению, ветка ломается, и он падает, подвернув лодыжку. Мори не знает, что пожилой мужчина, которого он видел раньше, подходит к нему сзади и вкалывает ему в лодыжку обезболивающее. После этого мужчина со шрамами объясняет, что такое боги и как люди могут черпать у них силу, эффективно используя ее в бою, как будто они сами боги. Это превосходит человеческое понимание, и тех, кто обладает этой силой, называют чараками. Позже вы с Ханом приходите в гости к Мори. Когда Мори спрашивает, как вы нашли его дом, вы игриво отвечаете ему тем же, что он сказал, когда приходил к вам. Войдя в дом Мори, вы видите, что там беспорядок и грязь. Мори объясняет, что раньше он жил с дедушкой в горах, но переехал сюда, чтобы ходить в школу. Трое друзей обмениваются знаниями, которые они получили за это время, и обсуждают такие вещи, как чараки и способности Мори к исцелению, когда он успешно избавляет ее от боли в плече. Они понимают, что нужно быть начеку, потому что многие бойцы на турнире теперь обладают силой богов. Национальный турнир, в котором участвуют лучшие команды страны, вот-вот начнется. Всего на турнире будет 3 бойца от каждого из 9 регионов, то есть всего 27 участников. Ставки высоки, потому что победитель получит невероятную силу бога, которая может исполнить любое желание. Вы замечаете, что ведущий турнира отличается от того, которого вы видели раньше. Но вскоре по телевизору показывают шокирующую новость. Предыдущего ведущего жестоко убили в парке. Эта новость шокирует зрителей и участников. Затем мы видим человека, который совершил это ужасное преступление и наслаждается хаосом и насилием, которое он устроил. Он с мрачным удовлетворением говорит, что убил еще и зеленоволосого комиссара в очках, одного из сильнейших участников турнира. Ведущий объясняет, что будет 3 боя, и команда, победившая в 2 из них, пройдет в следующий раунд. Мори выходит первым, и Ю предупреждает его, что команда соперников очень сильная. Но Мори не боится и говорит, что он научился новому приему. Во время боя он нажимает на разные точки своего тела, объясняя, что это высвободит его скрытую силу. В зале пожилой мужчина гордится тем, что научил Мори этому новому приему, который является частью тэквондо. К сожалению, Мори не смог двигаться, потому что нажал не на те точки, и его противник воспользовался этим, нанося мощные удары и одержав победу в первом бою. Во втором бою Хан встречается с самым крупным бойцом команды соперников. Ведущий отмечает, что этот боец самый старший на турнире, ему 38 лет, и он не похож на старшеклассника. В другой сцене человек, убивший ведущего и зеленоволосого комиссара, злорадствует, что легко расправился с ними. Но выясняется, что зеленоволосый мужчина по имени Кью чудом выжил, несмотря на то, что ему проткнули легкое мечом. Он призывает бога, который быстро отрубает убийце руку. Тем временем Хан сражается в жестоком бою со своим старшим противником. Хану удается нанести несколько мощных ударов по Пуму, что вызывает беспокойство у его брата. Но Чан, брат Пума, успокаивает его, говоря, что Пум никогда не сдается. Это вызывает воспоминания о том, как Пум Кван работал на стройке, где коллеги высмеивали его за то, что он не смог сдать экзамен в старшую школу. Его брат приносит ему сумку с книгами для занятий, и они обсуждают стремление Пама к знаниям. Тем временем Чан наблюдает за ними издалека и заявляет, что не хочет стать такой же неудачницей, как они. После проигрыша в соревнованиях по фехтованию она в отчаянии бросает свой меч в стену. Том Кван подходит к ней, чтобы узнать, как у нее дела. Она уже знает его имя, потому что люди часто сплетничают о нем и говорят гадости. Из любопытства она спрашивает, почему он продолжает пытаться, если все смеются над ним из-за того, что он плохо учится и старше остальных. Пам Кван признается, что не хочет сдаваться, и рассказывает, что после окончания школы пробовал разные занятия, но в итоге бросил их все. Он советует Чан не сдаваться, если она действительно хочет чего-то добиться. Затем он уходит на работу под дождем.
Действие переносится в настоящее, где Хан на ринге, но его соперник наносит мощный удар, от которого Хан отлетает в угол. Пам Кван говорит, что очень хочет выиграть турнир, потому что мечтает помогать людям, которые хотят учиться, но у них не получается. Он призывает молот Тора с помощью Чирака и нападает на Хана, но тот останавливает его и уничтожает молот силой синего дракона. Пам Кван падает на землю, и Хан объявляется победителем. В другой сцене битва между Кью и убийцей, который пытался его убить, становится все ожесточеннее. Кью быстро отрубает убийце вторую руку, но тот хвастается, что может бесконечно регенерировать. Кью невозмутимо запускает несколько карт, которые пронзают тело убийцы и обездвиживают его. Когда Кью готовится нанести смертельный удар, на место происшествия прибывают мальчик и девочка, оба из культа. Парень представляется как Икс, а девушка выглядит грустной. Они обладают странными способностями и нападают на Кью. Но тут появляется седовласая организаторша, которая почувствовала неладное и пришла на помощь. Она знала, что Кью снял свой ограничитель. Сначала девушки сражаются на палках, но Цзян быстро понимает, что у Ю преимущество. Пум Кванг горячо болеет за Цзан и призывает ее сражаться решительно и не сдаваться. Цзян создает силу, похожую на желтый световой меч, и пытается ударить Ю. Но Ю ловко уклоняется от атаки. Вспомнив слова ведущего в парке, Ю использует всю мощь стиля лунного света и наносит мощный удар, который разбивает меч Цзян и приносит ей победу. Вернувшись к битве между Кью и седовласой девушкой, они побеждают культистов. Но прежде чем они успевают их казнить, Икс хватает Сатурна, и им удается сбежать. Тем временем голова другого убийцы начинает бесконтрольно раздуваться, и в итоге происходит взрыв, который охватывает всю квартиру и отключает электричество во всем здании. Каким-то чудом они выживают. Позже Мори и Ю празднуют победу, а Хан вспоминает, как сильно ударил тебя во время их боя, и обещает больше так не делать. Цзян приходит в себя, и Пум Кванг беспокоится о ней. Он уверяет, что это еще не конец, и у них будет еще один шанс в следующем году. Следующий бой начинается с зеленоволосого парня по имени Цзянь Цзюгак, который создает силу с помощью музыкальных нот и огня. Тем временем его соперник Джигал Тик призывает огромную акулу, которая безжалостно нападает на Джугака, и тот теряет много крови. В ответ девушка из команды Джугака пытается помочь ему, но Джигалтик несколько раз пинает ее, пока она лежит на земле беззащитная, шокируя зрителей и участников. Он хочет помешать Мори вмешаться, опасаясь дисквалификации, но на этот раз Хан вмешивается и вступает в бой с Джигалтиком. Ведущий встает между ними, а раненый мальчик, решивший победить ради корпорации своей семьи, поднимается на ноги. Он призывает молнию и стреляет ею, но Джигалтик легко отражает удар и снова призывает акулу, которая пожирает мальчика. В больнице врачи оказывают помощь раненому мальчику, а Парк, мужчина со шрамом, размышляет над ситуацией. Пожилой мужчина предлагает дисквалифицировать Джигла, потому что очевидно, что он хотел устроить хаос на турнире. Но Парк отвечает, намекая, что Джогл может быть тем ключом, который они искали. Тем временем Джин Мори, ты и Хан находитесь в зале и наблюдаете за происходящим. Хан и Ю обсуждают будущих соперников, и Хан вспоминает, что его отстранили от участия из-за предыдущего вмешательства. Джин Мори, с другой стороны, впечатлен бойцом по имени Парк Ильпио, который легко побеждает в своем матче мощным ударом. Толстовка Парка Ильпио с эмблемой тигра напоминает Мори о военной форме его деда. Когда они идут по улице, Хан упоминает, что нужно становиться сильнее и овладеть чараком, способностью призывать силу Бога. В воспоминаниях Парк Муджин объясняет, что некоторые бойцы годами оттачивают свои навыки, чтобы получить чарак, но успех не гарантирован. Остальные вдохновляются и легче обретают эту силу. Но Джин Мори, напротив, выражает желание победить, полагаясь только на свои силы, и отказывается от помощи богов. Это решение вызывает у тебя беспокойство, потому что Мори кажется другим, он выглядит грустным и более тихим, чем обычно. Воспоминания Мори возвращают его к разговору с Парком и девушкой с голубыми волосами, где они сообщили ему, что его дедушка недавно попал в аварию в горах, и на месте происшествия было обнаружено много его крови. Парк Муджин беспокоился, что шансов на выживание мало, но Джин Мори был уверен в способностях своего дедушки. Сейчас Джин Мори погружен в свои мысли и не может поверить, что его дедушка погиб. В этот момент к нему подходит Парк Ильпио, который рад встрече с ним. Они обмениваются дружескими ударами, но ни один из них не хочет продолжать бой.
Ильпия извиняется за свой энтузиазм и протягивает руку, чтобы помочь Джину подняться. Во время разговора Парк Ильпио рассказывает, что следит за успехами Джина Мори с предварительных соревнований. Джин Мори, увидев символ тигра на толстовке Ильпио, спрашивает о нем, и Парк объясняет, что носит его в знак уважения к Джину, дедушке Мори. Парк Ильпио рассказывает Джину Мори историю своего детства, говоря, что его мать бросила его после похорон отца. Его отправили в Академию боевых искусств, где он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Однажды Джин появился там с маленьким Джином Мори, спящим у него на груди. Джин подошел к Парку Ильпио и сказал, что сражался вместе с его дедом на войне. Он дал Ильпио книгу о боевых искусствах, которая называется «Тикон», и которую его дед изучал всю свою жизнь. Джин посоветовал Ильпио поскорее вырасти и стать великим бойцом. Когда он уходил, Ильпио заметил на форме Джина символ тигра, который произвел на него неизгладимое впечатление. Во время их разговора Ильпио отражает атаку, направленную на Джин Мори, и останавливает зубы акулы, выпущенные Джигалом, используя свои навыки. Затем Ильпио противостоит Джигалу, предупреждая его, чтобы он не причинял вреда невинным людям. Воспоминание показывает, как Ильпио наносит мощный удар Джигалу, оставляя на нем сильный отпечаток. После этого Джигал уходит, а Ильпио предупреждает Джин Мори об опасности, которую представляет Джигал. Джин Мори удивлен и благодарен Ильпио за помощь, понимая, что без него он не смог бы остановить нападение. Сцена меняется, и Джин Мори тренируется, чтобы стать еще сильнее. Кью врывается в кабинет Парка в гневе, спрашивая, почему Парк позволил убить семью погибшего ведущего. В ответ Парк бьет Кью и напоминает ему, что он должен возместить ущерб, нанесенный во время их драки. Он также сообщает Кью, что 9 месяцев его зарплаты будут вычтены в качестве наказания за его действия. Позже на крыше голубоволосая девушка объясняет Кью, что она создала фальшивое тело, чтобы обмануть их врагов, пока настоящая жена и дочь были в безопасности. Тем временем Кью достает монету из-под автомата с газировкой, и Хан, который работает в том же месте, наблюдает за ним. Хан подходит к Кью и предлагает ему научить его пользоваться каруком, а взамен Хан обещает готовить ему обед каждый день, чтобы Кью не тратил деньги на еду. Анна хочет стать сильнее Джина Мори и в конечном итоге победить его. Он чувствует, что Джин Мори чем-то обеспокоен, и Хан хочет быть ему надежным союзником. Пак встречается с организаторами турнира и сообщает, что на них нацелилась опасная религиозная секта под названием Нокс. Он призывает их уничтожить любого члена этой организации, если они с ними столкнутся. Тем временем члены секты Нокс собираются на встречу, и их лидер объявляет войну организаторам турнира бог старшей школы. В другой сцене Джин Мори вспоминает свой 17-й день рождения и долгую разлуку с дедушкой Джином. Он вспоминает, что дедушка оставил его, когда он был еще ребенком, чтобы противостоять опасным противникам. Ю и Хан поздравляют его с днем рождения, приносят еду и проводят вечер вместе, играя и веселясь. Они объединяются, чтобы выиграть турнир, хотя Хан не может участвовать из-за отстранения. На следующий день Джин Мори получает письмо с картой и фотографией своего дедушки, который связан цепями, что вызывает беспокойство о его безопасности. Джин Мори мчится на велосипеде, чтобы спасти своего дедушку. Он мысленно извиняется перед Ю и Ханом, обещая вернуться к началу турнира. Тем временем начинаются четвертьфиналы, в которых встречаются Сеул и Чеджу, две команды, которые попали на турнир в последний момент. Ты ищешь Джина Мори, но нигде не можешь его найти. Внезапно появляется синеволосая женщина и сообщает им, что бой вот-вот начнется, призывая их вернуться на стадион. Она предупреждает, что если Джин Мори не вернется до своей очереди, то его дисквалифицируют и их команда вылетит из турнира. Позже Ю остается на ринге один, его руку дисквалифицировали ранее. Она решает выиграть время, чтобы Джин Мори успел вернуться. Как только она готовится к бою с командой соперников, они появляются в черных мантиях, что вызывает подозрение, что они могут быть связаны с организацией Нокс. Боец, который должен сразиться с Ю, снимает мантию, обнажая свое мускулистое тело и деревянный меч, принадлежавший отцу Ю, что добавляет напряжение предстоящему бою. В разгар боя деревянный меч Ю ломается, и его грозный противник достает национальное сокровище, известное как Фэнсянь, и использует его огромную силу. Это открытие шокирует тебя, ведь ты не знала, что меч спрятан внутри твоего оружия. Ее мускулистый противник насмехается над ней, говоря, что несмотря на годы тренировок, она так и не поняла истинную природу своего меча. Бой продолжается, и Ю удается на мгновение обезоружить противника. Но когда она пытается взять меч в руки, то понимает, что это ее собственный меч,
но он тут же исчезает из ее рук и оказывается в руках противника. Он объясняет, что меч узнает своего настоящего владельца и теперь признает его таковым. Тем временем Джин Мори приходит в заброшенное место, чтобы найти своего дедушку, но обнаруживает там ужасную картину. Он видит человека, который выдает себя за его дедушку, и когда голова этого самозванца поворачивается назад, а затем раздувается, происходит взрыв, уничтожающий все вокруг. Появляется таинственный человек и сообщает Джину Мори, что собирается устранить сильнейших соперников на турнире, чтобы добраться до ключа. Джина Мори это не пугает, и он готовится к жестокой схватке, когда человек превращается в множество одинаковых клонов. В это время Ю продолжает терпеть жестокие удары от своего сильного противника, который насмехается над ней, считая, что она слаба. Хан ищет Джина Мори и заходит в комнату, где видит лежащую на полу Пум. Когда он заходит в комнату, появляется женщина, и Хан вступает с ней в бой. Но он решает, что у него нет времени на это. В этот момент в комнату заходит Джегил и отчитывает женщину за ее действия. Затем мы возвращаемся к бою Джина Мори, и он пытается победить клонов, потому что их слишком много. Они все бросаются на него, пробивая пол. Когда они падают, Джина Мори понимает, что это безжизненные тела членов команды Чиджу, с которыми сражается Ю. Мужчина объясняет, что они убили членов команды Чиджу и приняли их облик, чтобы победить команду Джина Мори. Джина Мори нажимает на определенные точки на своем теле, чтобы на час потерять чувствительность. Тем временем мускулистый противник продолжает одолевать Ю, и у нее не хватает сил защищаться. Он насмехается над ней, говоря, что Джин Мори не вернется. Ю начинает сопротивляться, когда узнает, что ее другу причинили вред. Но ее удары не причиняют никакого вреда. Мускулистый противник наносит мощный удар, и Ю теряет сознание. Но в этот момент она оказывается в воздухе и погружается в свое подсознание. Она слышит голос бога войны и вспоминает счастливые моменты, которые они пережили вместе с друзьями. Бог войны решает наделить ее своей силой. Ты встаешь, и мы видим, как ты призываешь бога по имени Лубу. В результате твой меч возвращается к тебе. Мускулистый мужчина тоже призывает свою колесницу Кракена, но ты легко побеждаешь его. Ведущий объявляет тебя победителем, но ты чувствуешь себя очень уставшей и падаешь на землю. Но тут появляется Джин Мори и поддерживает тебя. Ты рада его видеть. Затем ведущий объявляет начало второго матча. Пока они лечат свои раны, Хан радуется, что ты смогла призвать Чарья. Но они замечают, что Джин Мори очень зол, чего раньше за ним не замечали. Начинается бой, и противник Джина Мори спрашивает, как ему удалось сбежать от клонов. Джин Мори молчит и наносит мощный удар с помощью синих драконов. Эта сила не от бога, а создана самим Джином Мори. Мы видим, как Джин Мори побеждает своего противника и понимаем, как он победил Человека-клона. Позже мы видим воспоминания Ильпио, где Джигал наносит серьезную травму своему лучшему другу Седжуна, сломав ему ногу. В больнице им сообщают, что Сион Джин сможет ходить, но никогда больше не сможет заниматься боевыми искусствами. Ильпио находит Джигла и жестоко избивает его, требуя, чтобы тот извинился перед своим другом. Но тут приезжает полиция и забирает Ильпио. После этого, когда он выходит из полицейского участка, какой-то мужчина протягивает ему письмо. Выясняется, что это письмо – приглашение принять участие в турнире старшей школы. После того, как он и другая девушка обдумали предложение, они решили участвовать в турнире, надеясь, что призовые деньги помогут их другу. Пак рассказывает Джину Мори, Хану и Ю о том, что произошло с командой из Чиджу. Он говорит, что эти люди выдавали себя за других, чтобы устранить их из турнира, но у них ничего не вышло. Команда все равно будет участвовать в полуфинале. Хан спрашивает, кто стоит за нападением и зачем оно было совершено. Человек со шрамом говорит, что это была организация Нокс. Тем временем мы возвращаемся к человеку с клонами, которого Джин Мори победил, но тот оказался тяжело ранен. Приходит Джегил и говорит, что он не член организации, но сотрудничает с ними, чтобы собирать информацию. Уходя, он призывает гигантскую акулу, которая убивает раненого человека, и заявляет, что хочет забрать ключ. Турнир продолжается, и команда Джина Мори сражается с командой Ильпио. Вы с Ханом продолжаете наблюдать за необычным поведением Джина Мори, замечая, что он ведет себя тише обычного. Затем начинается бой между Ханом и девушкой по имени Сунга. Сунга яростно нападает на Хана, но он вспоминает, что Пак рассказал им раньше.
Пак объяснил, что цель Нокс – не дать другим использовать силу Чирака, и те, кто овладеют ею, должны присоединиться к их организации. Поэтому они похитили дедушку Джина Мори, который обладает огромной силой. Команда говорит, что они готовы противостоять Нокс, но Пак напоминает им, что они еще слишком слабы. Однако он обещает предоставить им информацию о Нокс, если они победят в турнире. В разгар боя Хан наносит мощный удар девушке, от которого она отлетает в угол ринга. Ильпио советует ей не продолжать бой, так как шансы не в ее пользу. Но она решительно отказывается сдаваться, подчеркивая, что не боится повторить судьбу Санджуна. Она полна решимости почтить память своего друга, сражаясь до последнего вздоха. С этой решимостью она снова атакует Хана, но его сила оказывается непреодолимой, и он одерживает победу. Хан подходит к Джин Мори, который ведет себя иначе, и уверяет его, что они вместе выиграют турнир. После этого Ю обнимает их, подчеркивая важность их единства и поддержки друг друга. Джин Мори, тронутый словами друга, понимает, что вел себя неправильно, и снова становится веселым и игривым. Тем временем Ильпио с грустью наблюдает за их общением, пока они ухаживают за его поверженным другом. Приходит сын Джин и говорит, что Сега упоминал об их участии в турнире. Она благодарит Ильпио за заботу о ее ноге. Но она призывает его сражаться не ради нее, а ради своих желаний, особенно ради желания сразиться с Джин Мори. Под влиянием ее слов Ильпио готовится вернуться на ринг, заявляя, что теперь он готов к этому. В другой сцене мы видим, как лидер Накса, Санг, высвобождает свою смертоносную силу, уничтожая нескольких человек. Его действие прерывает Пак, который, похоже, вернулся после долгого отсутствия. Санг признает, что Пак давно не появлялся, а затем рассказывает, что Пак хочет организовать турнир в поисках спящего ключа. После этого откровения Санг произносит мощное заклинание, в результате которого в небе появляется символ, излучающий яркий свет, который устремляется ввысь, создавая портал. Из этого портала спускается огромный меч, тот самый, который когда-то появился перед дедом Джина Мори. Затем мы возвращаемся к продолжающемуся турниру, где должна начаться долгожданная битва между Джином Мори и Ильпио. Когда начинается бой, Ильпио прямо говорит Джину Мори, что его нынешних навыков в тэквондо недостаточно, чтобы победить его. Ильпио перечисляет 3 главные ошибки, которые, по его мнению, совершает Джин Мори. Это неумение вести ближний бой, объявление о своих атаках и техника, которая слишком сильно нагружает его тело. Ильпио начинает наносить удары Джину Мори, который кажется беспомощным. Ильпио пользуется моментом и насмехается над Джином Мори, говоря, что его дед был бы очень разочарован его слабостью. В этот решающий момент Джин Мори обдумывает, как переломить ход битвы, и внезапно использует технику меча Ю, лунного света, удивляя и тебя, и Ильпио. Эта техника оказывается эффективной, так как наносит урон Ильпио. Затем Джин Мори использует технику черной черепахи Хана, демонстрируя, что он активно исправляет ошибки, которые ранее выявил Ильпио. Затем мы снова обращаем внимание на портал, из которого появляется фигура с божественными чертами и воздействует на гигантский меч. Санг надеялся, что это божественное существо вынесет приговор организаторам турнира. Но вмешивается Парк, призывая щит в форме креста, чтобы меч не разрушил город. Затем мужчина в шляпе, сопровождаемый группой барабанщиков, произносит заклинание, открывая еще один портал. Из этого портала появляются руки и хватают меч. Становится очевидно, что их лидер призвал одного из 6 могущественных существ. Тем временем на улицах города организаторы сражаются с последователями Накса. Парк пытается удержать щит в форме креста, который все еще служит защитным барьером. В этот критический момент из второго портала появляется существо, которое хватает зубами меч и ломает его. Организаторы ликуют, празднуя свою тяжелую победу. После этих событий мы возвращаемся к напряженной битве между Джин Мори и Ильпио, где оба бойца выкладываются на полную, демонстрируя всю свою силу. Становится очевидно, что Ильпио помогал Мори во время боя, что привело к впечатляющему проявлению боевых навыков. В момент размышлений мы вспоминаем прошлое, когда Джин и Джин Мори навещали Ильпио в Академии боевых искусств. Во время их визита пожилой мужчина спросил Ильпио, готов ли он научить своего внука чему-то ценному, если они когда-нибудь встретятся. Удивительно, но Ильпио выполняет это обещание, передавая свои знания Джин Мори. Когда битва достигает своего апогея, Ильпио падает на землю побежденный, но довольный. Он утешается тем, что выполнил свое обещание Джину, помогая его внуку стать невероятно сильным.
Однако, лежа на земле, он впадает в странное состояние, похожее на сон, где встречает белохвостого лиса. В этот момент Ильпио горячо заявляет, что не может позволить себе проиграть. К удивлению всех свидетелей, он поднимается на ноги, претерпевая драматическую трансформацию. Его волосы становятся белыми, глаза светятся желтым, и он выпускает 9 огненных хвостов. Это поразительное превращение приводит всех, включая Парка и Санга, в восторг, ведь сила, исходящая от Ильпио, превосходит все, что они когда-либо видели. Увидев это невероятное преображение, Санг улыбается и говорит, что ключ наконец-то нашелся. Конечно, я могу помочь. Пожалуйста, дайте мне главу, которую вы хотите отредактировать, чтобы она была понятной и читабельной. И я внесу необходимые изменения в прошедшем времени и на уровне чтения для 7 класса. В разгар битвы все, включая Джина Мори, поражены превращением Ильпио. Резонанс Чаракджоглы заставил его поверить, что Ильпио может быть ключом. Ильпио уверенно заявляет, что настоящая битва вот-вот начнется. Джин Мори пытается нанести удар Ильпио, но его удары не приносят результата из-за невидимого барьера, защищающего Ильпио. В ответ Ильпио наносит серию сокрушительных контратак, от которых Джин Мори падает на землю. Не зная, как одолеть этого грозного противника, ты и Хандвотч с удивлением наблюдаете за происходящим. Впечатленный непоколебимой решимостью Джина Мори, Ильпио указывает на его голову, и Джин Мори замечает его явное беспокойство. В ходе серии защитных маневров Джин Мори понимает, что Чирюк — это не только использование силы, но и контроль над своим разумом и телом. В этом они равны. Ильпио выпускает огненную атаку лис, направленную на Джина Мори. Но когда огненные звери приближаются к нему, они исчезают. День становится темнее, и от Джина Мори исходит яркий свет, который поднимается к небу. Он начинает излучать мощные энергетические лучи, и Ильпио поражен этим внезапным всплеском силы. После невероятного превращения Ильпио наносит мощный удар, известный как ночной парад 100 демонов. Тем временем Джин Мори отвечает, создавая мощный вихрь, который поднимает Ильпио высоко в облака. Сверху опускается огромная рука и с силой возвращает Ильпио на ринг, прекращая его трансформацию. Ведущий объявляет Джин Мори победителем, и зрители ликуют, празднуя эпическую битву. Ю и Хан радостно прыгают на ринг, чтобы обнять Джин Мори. Хан спрашивает, использовал ли Джин Мори свой шарок, но сам Джин Мори не уверен, что произошло. Санг, с другой стороны, ошеломлен результатом и решает уйти. Между тем Муджин приказывает команде забрать ключ, а сам отправляется за медицинской помощью. После дружеской перепалки Джин Мори навещает Ильпио в больничной палате. Они продолжают спорить, кто из них сильнее. Но когда они остаются одни, Джин Мори признается Ильпио, что не знает, где сейчас его дед. Он говорит, что хочет победить в турнире, потому что старик обещал рассказать ему о дедушке, если он выиграет. Ильпио предупреждает Джин Мори об опасности, которая ждет его в финале с Джигалом. Несмотря на предстоящий бой, Ильпио ласково гладит Джин Мори по голове, вспоминая их детство и дружбу. После того, как Джигал ранил его в прошлый раз, Джиан Джубак решает продолжать сражаться за корпорацию своей семьи. Он идет по больничному коридору и неожиданно встречает Джигала. Они вступают в жестокую схватку, и Джугак превращается в монстра, который может поглощать людей. Он хватает друзей Ильпио и затягивает их в свое тело. Ильпио, несмотря на то, что сам еще не оправился от ран, пытается противостоять Джугаку, но тот оказывается сильнее. Джигал вмешивается, используя свои острые зубы, чтобы прокусить тело Джугака, и спасает девушку, которую тот поглотил. Однако Джугак высвобождает свою плоть, захватывая друзей Ильпио. Девушка, оказавшаяся внутри Джугака, пытается его урезонить, но тот продолжает буйствовать, и в итоге происходит ужасная схватка, в которой Джигал призывает свою акулу, что приводит к гибели девушки и тяжелым ранениям парня. Видя страдания своих друзей, Ильпио приходит в ярость. Он хватает Джекила, и их битва обостряется, в результате чего они оба падают с крыши здания. В другой сцене Санг, лидер Накса, делает заявление, прогуливаясь по улице. Он объявляет, что наконец-то нашел ключ и выпустил летающих монстров в этот район. В ответ на эту растущую угрозу Парк решает положить конец турниру в старшей школе. В нарастающем хаосе огромная богоподобная фигура спускается через портал,
и ее мрачное присутствие вызывает благоговение и страх у Джина Мори Юи Хан Санга. Лидер Накса, кажется, наслаждается происходящим, объявляя это началом и концом чего-то важного. В следующей сцене мы видим дедушку Джугака, который полон решимости отомстить за трагическую смерть своего внука, даже если для этого придется пожертвовать своей жизнью. Затем повествование переходит к прошлому Джекила, проливая свет на его историю. Выясняется, что его насильно разлучили с матерью и подвергали интенсивным тренировкам, чтобы он стал победителем и унаследовал семейное состояние. Несмотря на сокрушительные удары, которые Илпа наносил Джигалу во время их битвы, Джигал упорно отказывается признавать себя проигравшим, как это делал его отец по отношению к его матери. Сейчас Джигал и Илпа снова сражаются, и оба используют свои силы Каруков на полную. Гнев Илпа поглотил его, лишив способности рассуждать, а Джигал видит в этом превращении сходство с диким зверем. Тем временем организаторы турнира сражаются с летающими монстрами, которые появились из портала. Ка очень рад, ведь он может заработать много денег за каждого убитого монстра, и он планирует использовать их, чтобы расплатиться с долгами. Харк вмешивается и создает защитный купол в небе, чтобы бог не разрушил город. Сен, лидер Накса, раскрывает свою зловещую цель – уничтожить весь мир. Илпа продолжает атаковать Джигала, но тот в ответ призывает чудовище, которое кусает Илпа и возвращает его в изначальное состояние. Ключ, который был у Илпа, парит в воздухе, становясь центром ожесточенной борьбы, ведь многие хотят его заполучить. В конце концов, Сен удается схватить ключ, но Джин Мори быстро выбивает его у него, не понимая, почему все так яростно сражаются за него. Парк продолжает поддерживать защитный купол, сопротивляясь разрушительной силе бога. В ответ на нарастающий кризис правительство США запускает ядерные ракеты и разрывает союз с Мугеном, заявляя, что их передовые технологии делают старых богов бессильными. Учитывая сложившуюся ситуацию, кто-то предупредил Парк, и тот наложил заклинание, чтобы перенести участников турнира в отдаленное место в горах. Однако Илпио получил серьезные травмы. Хан использовал свой шарик, обладающий целебными свойствами, чтобы помочь раненым друзьям Илпио. В этот момент Сунь Цзянь объяснил Цзинь Мори, почему Илпио решил помочь ему стать сильнее. Илпио предвидел, что над городом нависла серьезная угроза, и поэтому решил помочь Цзинь Мори подготовиться к ней. В этот момент Илпио приходит в себя, и Цзинь Мори показывает ему ключ. Хотя Илпио не знает, что это за ключ и почему он оказался у него, он просит Цзинь Мори сохранить его и никому не отдавать. Джигал снова появляется на сцене и спрашивает у тебя и Хана, где ключ. Но они отказываются говорить, и Джигал нападает на них. В следующей сцене Цзинь Мори отправляется на поиски своих друзей и находит их тяжело ранеными. Хан советует ему бежать, потому что Джигал очень силен. Джигал объявляет себя победителем и говорит, что заберет все, включая ключ. После этого бог продолжал разрушать щит, и в этот момент все люди в городе исчезли. Старик Цзянь Йен телепортировал людей за пределы города, чтобы защитить их. Он хотел отомстить только тем, кто убил его внука. Затем Джиан уничтожил ядерные ракеты и использовал свою божественную силу, чтобы разрушить щит бога. Летающие монстры погибли при взрыве. Во время битвы между Мори и Джигалом они оба почувствовали мощный взрыв и вернулись в Сеул. Джион упала на землю, а Сан остался невредим. Увидев Мори, Сан спросил его о ключе. Но Джигал призвал монстров, которые окружили друзей Мори. Используя щупальца, выросшие у него на спине, Джигал связал Мори и забрал у него спрятанный ключ. Завладев ключом, Джигал заявил, что теперь он может превзойти богов. Он проглотил ключ и превратился в младенца, который быстро рос и отрастил ангельские крылья. Затем он принял свою окончательную форму, которая сильно отличалась от его прежнего облика. Джигал сказал, что его предназначение поглощать все и превращаться в ничто, и объявил, что хочет убить всех слабаков. Пак и другие организаторы видели, что боги, похоже, потерпели поражение, но Цзянь погиб во время взрыва, и они не знали, где Сан. Тем временем Мори, Ю и Хан собирались уходить, когда внезапно появился Джигал в своей новой форме и начал нападать на них.
Он был намного сильнее, и даже Мори получил от него несколько ударов. Он разозлился на Джигала за то, что тот ранил его друзей, и использовал технику акупунктуры, которой его научил старик. Эта техника заключалась в том, чтобы касаться разных частей тела, чтобы преодолеть свои физические ограничения. С новыми силами они вместе напали на Джигала, но он ответил ударом молнии. Затем появились гигантские монстры, которые пытались их раздавить. Джигал хотел, чтобы они страдали перед смертью, и метнул в них копьеподобную силу. Но Хан заслонил их собой и получил удар в спину. Несмотря на раны, Хан велел друзьям бежать. В этот момент Джин Мори высвободил новую силу, и с неба упал огромный посох. Санг был потрясен, увидев это, и понял, что Джин Мори был хранителем ключа, Сатаном Тасом. Мори снял повязку со лба, которая превратилась в корону, его глаза изменили цвет, а посох уменьшился до его размера. Джин Мори схватил его и начал бить Джигала. Все, кто наблюдал за этим, были поражены, когда Джин Мори высвободил свою новообретенную силу. Джигал вызвал гигантских монстров, но Джин Мори легко пронзал их своим посохом. Его гнев был очевиден, когда он потребовал у Джигала извинений за то, что тот причинил боль его друзьям. Джин Мори начал перечислять имена всех, кого ранил Джигал. Желая отомстить за их страдания, он с огромной скоростью швырнул Джигала на землю. Несмотря на свои раны, Джигал поднялся и заявил, что никогда не будет побежден. В ответ Джин Мори собрал в небе тучи и несколько раз ударил Джигала молнией. Парк сообщил организаторам, что сила Мори не была дарована богом, а стала божественной в тот момент. Джигал потерял свою трансформацию и упал на землю побежденный, а Санг и его последователи исчезли. Хью и Хан подбежали к Мори и обняли его, радуясь, что он снова стал самим собой, голодным и уставшим. Однако Мори с трудом вспоминал, что произошло, а корона на его голове причиняла ему сильную боль. Джигал снова поднялся, но его лицо начало быстро стареть. Решительно настроенный, он превратился в гротескного многорукого монстра. Мори попытался снова призвать свою силу, но у него ничего не вышло. В этот момент появился Ильпио и напомнил ему, что нужно доверять своим товарищам. Четверо друзей обнялись, готовые вместе противостоять Джеллу. Они наслаждались радостью победы, сражаясь бок о бок, и Мори призвал силу синих драконов, которая в итоге уничтожила монстра. В последние мгновения жизни Джигал вспомнил, как его мать прощалась с ним. Несмотря на попытки Ильпио достучаться до него, Джигал отстранился, попросив его жить хорошей жизнью. Затем его поглотил один из его собственных монстров, и он погиб. Ильпио удалось поймать несколько фрагментов ключа, выпавшего из тела Джигала. Затем появилась женщина, назвавшая себя одной из 6 прародительницей человечества, заявив, что она самая сильная и значимая фигура на турнире. Она сообщила им, что как победители они могут загадать любое желание. Мори подбежал к женщине и попросил помочь спасти его дедушку. Но в этот момент он вспомнил о своих друзьях, у некоторых из которых не хватало частей тела из-за битвы. Мори понял, что не может быть эгоистом, и решил отказаться от своего желания. Вместо этого он пожелал, чтобы раненым участникам восстановили их тела в первоначальном неповрежденном состоянии. Женщина использовала свою силу, и, к удивлению, те, кто потерял конечности или получил травмы, полностью исцелились и вернулись в свое прежнее состояние до битвы. Она также сообщила Мори, что его дедушка действительно жив, но его присутствие ощущается очень слабо. Мори закричал от радости, услышав эту новость, и его корона исчезла, но он погрузился в глубокий сон от усталости. Затем сцена меняется, и Мори просыпается после 3-месячного сна. Он идет на кухню, где видит, что ты занята готовкой. В воспоминаниях женщина, исполняющая желание, сообщает Ильпио, что фрагменты ключа разбросаны по всему миру. Она поручает ему, как хранителю ключа, собрать их. Ведь ключ обладает силой бросить вызов богам и, возможно, победить их. Мори узнает, что для того, чтобы вернуть себе воспоминания о битве, он должен отправиться на родину Сатана Тася. Решив стать сильнее, Мори, Ю и Хан отправляются в путешествие в далекие края. Они обнимаются, и Мори говорит, что они станут сильнее вместе. Он также обещает найти своего пропавшего дедушку. В финальной сцене Джин Теджин остается в темнице без руки. Несмотря на свое тяжелое положение, он думает о внуке и твердо верит, что его внук способен победить даже богов и бросить вызов самой судьбе.